Это Шевцов Плей, и меня зовут Денис Шевцов. Я продолжаю проходить игру Зайчика. Бяша посидел к нам озабоченно, прикусая губу. Тосик, ты почти в этом сраном лесу живет. Тоже. Вчера ничего странного не видел, на? Мой ответ был чистейшей ложью. Нет. Я тоже. Повезло, что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок. Вот меня и не выпустили вечером на репетицию. А то на месте Катьки оказались бы мы. Бяша судорожно посипал кадык. Это... Я что сказать хотел, на? Я кое-что слышал. Этим утром я, как обычно, в школу шел. Вдруг слышу плач за деревьями. Девчачий. Сечетина. Ну, я про Катьку-то не знал тогда. Да и знал бы, стрёмно оно, братки. Утро у нас не лучше ночи. Темно, как в зопе. Вдруг это Катька была, а? А главное, вместе таком паршивом, в буреломе, что неподалеку от кладбища. Хорош пургу гнать. Да зуб даю, на! Сам слышал! А вы уверены, что Катя действительно пропала? Вон, Лилия Павловна, Катькина матушка, даже на работу не пришла. Слетела контрольная, на! Как пить дать, пацаны, это Катька в тайге стонала. А значит, и до нее маньячела добрался. Я вспомнил Катю такую красивую и такую подлую. Первая девочка в классе, у которой на зависть подружкам успела округлиться грудь. Первая сплетница, змея и гадина. Бяша заебал пальцы. Сенечка, Вова, Семен, Катя. 4 человека, да. Роба хлопнул ладони по парте. Так, пацаны, отныне смотреть в оба. Далеко друг от друга не отходим, как в дурацких ужастиках. На остальных мне плевать, но вас я в обиду не дам. Как и Полинку. Пусть у нас с ней все получится. Я правильно почитал? Пусть у нас с ней все получится. Я и думать забыл, что мне когда-то нравится Полина. После вечерней ночи мои мысли занималась лишь одна девочка, Алиса. Ребята направились в столовую, а я остался царапать ручкой в тетради, выводить пики, сосен и две коричневые фигурки, летающие между кронами и поляной луной. Половиной луной. Ладно. По предплечьям бежали ордой мурашки, ритливо заскакивала за шиворот. И было вроде так просто взмыть к небесам, но это что-то злое гнуло до земли. Кто-то в поселке было явно к этому причастен, скрывал нечто ужасное,
за благочестной вой Москвой. Блин, как, блин. Рисуешь? Я стыдливо прикрыл тетрадь, будто было что-то зазорное в фигурках над лесом. Да ничего, так, дурака валяю. Полина облокотилась на парту. Я уже и забыл, какая она легкая и изящная, словно скрипка. Вот бы она тоже могла прыгать с нами, сняв маску противную повседневности. Я улыбнулся, представляя, как юбочка Полины похватывает по ветру, как звезды искрят по всех сторон. И она удивленно спрашивает, не сон это ли это? И я отвечаю, мол, какая разница. Лицо Полины снова помрачнело. Блин, как лицо Полины снова помрачнело. Блин. Уже слышал про Катю? Уже слышу про... Ой, блин, надо читать было. Ужасно. Да. Ужасно еще и то, что Катю мне жалеть сложно. Я правда ищу в себе сострадание, но вспоминаю ее поступки и... Полина покачала головой. Я чудовище, да? Нет? Ну нет, как это? Нет, подумал я, ты одна из самых красивых девушек, кого я встречал, но для меня, увы, ты только на втором месте. Но вслух ничего не сказал. Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстроило меня больше, чем пропажа одноклассницы. Ноздри, словно условили запах конфет, древесной смолы и фейерверков, блин. Ты потеряла анкету? Да, и кто-то сейчас читает чужие секреты. Лес подул, я вообразил, как исключительные ветви подвивают страницы и листают их, трогая детский почерк, обледененными сучками. Надеюсь, ее найдут. Я не понял, про Катю говорить или про тетрадку. Хотел уточнить, но увидел, что Полина пристально на меня изучает. Что? Ты будто изменился. Я пригладил волосы и удивленно. Просто не выспался. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Я подумал о флейте, струящей между косматыми деревьями. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор? Что ты? Она кивнула, словно признавалась, что полностью мне доверяет. Я не знала, что заслуживаю или так только доверия. А может, погуляем после уроков? Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. Ее волосы касались, спадали на плечи и так удивленно пахли, что вся
взлетели без всяких чар к переливающимся звездам какого-то внутреннего космоса. Блин. Конечно. Только давай пойдем через запасной выход. Ну, тот возле спортзала. Прячешься от кого-то? Я подкинулся на парту впереди. Мои товарищи оставили нас вдвоем, дали время, чтобы я мог спокойно передать. Чего? Чтобы мог их спокойно передать. Чего? Совесть впилилась в душу кричащими зубами. Так это из-за Ромки? Не хочешь, чтобы он узнал? Ты ему нравишься. Сложно не заметить. Но парни всегда забывают о главном. Сначала надо спросить мнение девушки. А девушка говорит, после уроков у запасного выхода. Я улыбнулся облегченно. Блин. Совесть снова принялась подает душу, когда вернулся Ромка и бросил мне пирожок с брусникой и подмигнул. Ешь, набирайся сил для нашего спектакля. Боже мой. Но актер, играющий отрицательную роль, то есть я на спектакль не пришел. Я отпросился к учительнице за 20 минут до конца алгебры, сорвал, что болит зуб. Прятался за школьными кустами, как преступник. Вскоре появилась Полина. Эй, я тут! Ты б еще в сугроб зарылся. Я понимаю, что подло пыталась усидеть в двух стульцах, не лишиться поддержки Ромы и тайну завоевать Полину. Интересно, какой из стульцев или хрустанет подо мной первым. Пойдем скорее. Ну пойдем. Мы шагали вдоль стадиона. Солнце светило ярко, но не согревало промежность землю. Сумки затаились в чаще, ожидая нетерпеливо, когда можно будет выползлить и поглотить поселок. Я уже отвык от городского шума. Здесь всегда так тихо. О, а я мечтаю о какофонии. А чем? Моя спутница засмеялась. Какофония — это случайное сочетание звуков. Дедушка учит находить мелодию во всем. Он у тебя философ. Краевед был раньше. Он, наверное, классный. Не то слово. Скоро я вас познакомлю. Ты меня в гости приглашаешь? А ты против? Нет, конечно, нет. Тайком рассмотрел Полину. Чё? Она оказалась драгоценным камнем, чья грани
переливаются, мерцают, неуловимо менялось. Что я спрашиваю, невинно ее смешанные глаза, блин. То молчал, отвечал я. Ты смелый. Мне это нравится. Смелый? Я до сих пор вспоминаю, как ты Бабурина осадил. Пустяки. Знаешь, как для девочек важно, чтобы их защищали. Заступиться за тебя честь. Вот, я же говорю. Изъясняешься словами из романов. Это честь для меня, моя госпожа. Полина захихикала. Я надулся но не успел удержаться и тоже улыбнулся. Поселок выглядит покинутым и каким-то усопшим. Покосивший штакетник, замусоренные овраги, блин. Лето, наверное, тут землю и от того симпатично, но зимою под коркой льда, под одеялом снега. Я озарился и сделал редкие, чтобы убедиться, что не идут следом моим в обоих мыслях преданные друзья. Псы лаяли и гремели. Чего? Гремели, цепляли за заборами резко смолками, когда мы доходили до следующего дома. Представь, что это призраки цепями звенят. О, а я обожаю сказки про призраков. Дедушка часто мне их рассказывает. Она остановилась и у большого, уютного дома со снежной крышей положил руку на калитку. Выгляделась на меня, словно хотела взглянуть в душу. Вот я все вспоминаю дедушку. Говорю, какой он хороший, заботливый, умный. Но это только половина правды. В последнее время он немного... Она сделала паузу, подробную формулировку. Чудной? Да, пожалуй. Стал таким с годами. Так что ничему не удивляйся. Так точно, ничему не удивляться. Вольно! Мы прошли по расчищенному дорожке к дому. Полина отперла замок. Длинный коридор был полон теней. Дверь, хлопнув, отрезала нас от шума, ветра и остальных уличных звуков. Наступила такая тишина, что я услышал, как стучало сердце Полины. Хотел накрыть его рукой и ощущать биение ладони линиями жизни. Ты всегда так застываешь? Как будто у тебя в голове стоп-кран нажали. Фантазия рисует всякие картинки. Понимаю. Она сняла курточку и повесила на крючок. Раздевайся, разувайся. Я пока в комнате приберусь. Дедушка, бывает, вещи свои оставляет, где попало. Я быстро. Так. Легкая, как бабочка, она упорхнула
упорхнула. Такая же только стальная могла порхнуть у меня в животное уже в обозримом будущем. Я ставший, я ставшил, блин, как его, я стащил куртку, расшинув ботинки, блин. Тонкий скрип достиг уха. Полежать. Снимаю обувь, я посмотрел вглубь дома. Полумрак маскировал поворот в конце коридора, что двигалось ко мне, волочилась по расхожимся доскам. Крик-крик. Крик-крик. Скрип настигал. Настрал. Блин, как, блин. Я пойму себе на том, что наступаю к дверям. Полина! Из угла выскочил инвалид в кресле. Кряживший старик выпал из темноты. Ты, должно быть, одноклассник моей Полли? Да, Антон Петров. Рукопожатие было на удивление крепким. Очень приятно. Очень. А я Харитон. Греческое имя, значит, щедрый. Ага. А твое имя знаешь, что обозначает? Никогда не задумывался. От латинского «антео» — тот, кто вступает в бой. Бой. Я одобрительно хмыкнул. Оказывается, моего имени смелые корни. А Полина? Полина французского происхождения. Если не ошибаюсь, солнечная. Ну, конечно, солнце маячила манящая Франция, небо над Парижем, все то про Полину. Вы так много знаете об именах. Я каждой своей кукле особенное имя давал. Кукле? Полина не рассказывала? Я же кукловодом работал при театре. Потом сторож с сигаретой тлеющей уснул, сам погиб, и театр сгорел до основания. Куклы мои сгорели. Жаль. Про себя подумал, вроде Полина рассказывала, что у нее дедушка был креведом. Чего? Он пришелся хитро. А знаешь ли ты, Петров Антон, что в старину у людей два имени было? Настоящее и то, что они называли незнакомцем. Считалось, что подлинное имя, попав к нехорошим людям, могло обернуться против человека. По имени насылали хвори и даже смерть. Ого. Вот тебе и ого! И зверям имена придумывали не просто так. Заяц от литовского «зайсти», прыгун, то есть, а волк — старославянское «влек», тот, кто таскает. Харитон подъехал ближе,
скрестил руки на груди и задумался, дома ли Полины родители. Она ни разу не говорила о маме и только о дедушке. Чтобы поддержать беседу, я спросил. А медведь? О, имя медведя неизвестно. Наши предки так боялись этого зверя, что предпочли забыть слово, которым его величали. Оно просто сгинуло из языка. Вместо него осталось более позднее прозвище — «Ведающий медом». Интересно. Улыбка старика стала шире, обнажилась частоколм металлическим коронок. Он поднял руки и подводил ей воздуху, как грабли, и расчесывал пальцами пустоту. Скирлы, скирлы, скирлы. Ча, скирл. От скрипучего звука я весь жался. То я медведь на липовой ноге, на березовой клюке. Все по селам спят, по деревням спят. Одна баба не спит, на моей коже сидит. Мою шерстку придет, мое мяско жрет. Если об этом предупреждала Полина, то я не сдержал слова. По легенде, не прочитал. именно в нашей деревне приключилась эта страшная сказка, как и многие другие. Вот, к примеру. В прошлом веке простому люду тяжко пришлось. Денег у них тогда мало было, а еды и того меньше. Точь-в-точь, как сейчас. Подались тогда крестьяне-разбойники, тайгу обворовывать. Кто карася ухватит, а кто и гуся. А главный егерь мало того, что не препятствовал, так еще в первых рядах браконьерствовал. Самым зажиточным стал на селе. Погреб того и гляди лопнет. Так и кричал егерь на всю округу: «Я в лесу хозяин!» Обзавелся он, значит, семьей, слугами, да каким-никаким имением. И на радостях пир закатил горой аж до самой ночи. А как 12 пробило, собаки залаяли. «Идите, — кричит егерь слугам, — собакам кости бросьте!» Через время в ворота застучали. «Идите, — кричит семье, — гостей прогоните!» Остался он за столом один. Никто воротиться не спешит. Слышит, собаки завыли и смолкли. И тут со страшной силой в дверь забарабанили. Бах, бах, бах! Я облизал сухие губы и невольно погладил за плечо старика про себя и умоляя Полину поскорее прийти и прекратить этот странный монолог. Но лишь тени копошились за спиной Харитона. Егерь от страха едва живой в погреб помчался. Замком
щелк. Вдруг голос из-за двери. Милый, это я, жена твоя. Отвори. В жизнь не открою. Голос стал грубее, напористее. Изголодалась я, любимый, дай хоть чего-то из закромов. Уйди, уйди, Христом заклинаю, закричал егерь и упал молиться. Тогда голос как гром грянул. Целиком не выйдешь, хоть кусок мне отрежь. Егерь вне себя от ужаса просидел в подвале до первых петухов. А как показаться отважился, то нашел своих слуг и родных повешенными на собственных кишках вдоль тракта. Глядь, а в имении уже дикие звери хозяйничают. Потому что нету тайги границ. Она частично в нашем мире, а отчасти там, где ночь никогда не кончается. Егерь пытался, сломя голову, бежать из проклятой деревни, но истинный хозяин леса настиг его в пути. Мой голос зазвучал неуверенно. Что же с ним сделал этот хозяин леса? Старик громко захохотался и склонив голову на бок. Спроси лучше, чего он не сделал. Глаза старика пригвоздили меня к дверному полотну. Антон, проходи в комнату. Несколько секунд старик молчал. Потом улыбнулся, как ни в чем не бывало, и откатился к колеску. Ну, заболтал я тебя. Ступай. Я стряхнул оцепенение и засеменил по коридору. Приятно было познакомиться. И мне, Петров Антон, и мне. Я с облегчением проскользнул в комнату Полины. Она была под стать хозяйке, милая, аккуратная. Сразу бросилась в глаза огромная коллекция виниловых пластинок и проигрывателей стены. Украшали фотографии в рамках. Дедушка тебя не сильно донимал? Нет, он очень интересный. Небось, ты теперь знаешь все о своем имени. Я натянул, засмеялся по поводу взглядом по фотографиям. А это твои родители? Полина потупила. Как потупилась? Как, блин, потупилась? Чего? Полина потупилась. Чё? Да. Они погибли много лет назад. Я их практически не помню. О, Я чувствовал себя ослом, ведь я мог догадаться, что Полина сирота. мне очень жаль. Спасибо. Дедушка воспитывал меня как родную дочь. Никогда не устану благодарить его.
Представляю, каково тебе пришлось. Полина улыбнулась печально, смахнула с лица непослушные колени. Колотни. Давай не будем о грустном. Познакомься с Джоанной. Джоанной? Я наклонился, чтобы получше рассмотреть свершенную на батарею кошку. Привет, Джоанна. Ой! Кошка ударила хвостом ребристую батарею, зашипела, показала клыки. Прости, она не особо дружелюбна. К такой реакции я привык. Что за имя, Джоанна? Тебе не надоело говорить про имена? Джоанна из сериала «Элена, ребята». Смотрел? Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, Элен и ребята. Французский молодежный телесериал. Показанный, помню, в Франции, в Европе и много стран Восточной Европы в середине 1990-х годов. Я фыркнул. Это для девочек. Ой, подумаешь, я вот и трансформеров смотрю. Да ладно, кто твой любимчик? Ты меня проверяешь? Допустим, Мегатрон. Да ладно. Ага, а говорила, что не любишь плохих парней. Да, но вот ему удалось растопить мое сердечко. Она комично захватила за грудь. Ты знала, что Оптимус и Мегатрон были друзьями и боролись вместе против руководства Кибертрона? Но после того, как лидером избрали Оптимуса, Мегатрон перешел на темную сторону. Боюсь, что у тебя с Пятифановым повторится та же история. Я удивленно выскнул брови. Выскинул брови, да. Ну, лидером меня никто не выбирал. Допустим, я выбрала. Чё? Я, кажется, снова покраснел. Полина села на диван, болтая изящной ножкой и поправила покрывало. Чем займемся? И поза, и игривыми взглядом, как будто загипнотизировала меня. Вдобавок приглушенный свет создавал в комнате особую волнительную атмосферу. В воздухе чувствовался легкий аромат ежевики и еще то еще более неуловимого и плетиного. Неожиданно мое привычное смущение сменилось каким-то необычным задором. Хотелось красоваться и захватить ее в общем, делать что угодно, лишь бы Полина смотрела на меня как можно дальше. Я ощущал себя таким агент 007, готовым вот соблазнить роковую красотку одним лишь своим видом, будто подражая герою шпионских фильмов. Я скрестил руки на груди и таинственно улыбнулся, решил опереться о стену. В этот миг я сам себя оказался обворожительным. Вот только заставив изъявящей позе мне помешало бряцами клавиш. Оказалось, я не заметил, что открытое пианино
и успел его. А! Подвинул, испугался чуть ли не до потолка и застал все обаяние. Следом хрохотом захлопнул крышки инструмента. Я, тут же со стула сиганула перепуганная Джоанна. Кошка ревнула вверх по шторам и затем сердито когтями стружка обои метнулась по стенам и в укрытие шкафом шифрование. Какой-то... К моим ногам полетели клочки изорванные постера с Sailor Moon. Так не кстати казалось, не кстати на пути испуганного животного. Судя по взгляду Полины, плакать ей не очень нравится. Или что? Прости, я не хотел. Она закрыла глаза и губы и скрывалась. Лоб сморщилась. Казалось, сейчас Полина начнет кричать или заплачет, но она просто вздохнула, совершенно спокойно сказала. Не беда. Нет такой поломки, которую нельзя починить с помощью изоленты. Угу. Ну, в этом случае с помощью скотча. Да. Давай, помогай. О, серьезно, Так. Тут еще надо. Тут надо еще надо. Ладно, будем в конце еще искать. Тут такой. Боже мой, Вот. Так. Тут еще надо... вот. Такой я не очень люблю. О, наугад. Все делаю, Ой, ёшки. Ну. А это куда? Так. Это куда? Ага, тут что-то не то. Надо чуть-чуть подвинуть. Тихо, тихо. А чуть-чуть надо вот тут. Это где-то тут. Серьезно, опять надо тут подвигать. Так. Да. Ну да. Шучу. Так, ну надо все подвигать надо. Подгонять. Ну-ка. Ну, вроде подходит. Типа так. Это куда? Так. Ну да, конец.
Так, это уголок тут должен быть. Так. Ну и вот. Последний кусочек плаката лег на свои месту и показалось, что вместе с ним в комнате воярились утренняя гармония. Это же персонаж из Sailor Moon? Сейлор Юпитер или как там ее? Да нет же, это Сейлор Сатурн. Ее зовут Хатару. Она воин разрушения, который вместо того, чтобы уничтожить мир, спасла его. Мне Ага. она всегда больше всех нравилась. Вот. А еще у нее раздвоение личности, представляешь? По Ага. крайней мере, было. Джоанна порвала ее на дюжину личностей, не меньше. Я посмотрел на Полину и осторожно спросил. Расскажи, как проходят твои вечера. Полина пожала плечами, приняв скучающий вид. Смотрю телевизор или играю дедушке на скрипке. Он планирует сделать из меня Давида Ойстраха. Давид Ойстрах, один из более известных представителей русской скрипачной школы, активно уступая в качестве дирижера. Завоевал в этой области имя мастера, умер от сердечного приступа через несколько часов после концерта. Боже мой. Не успеваю. Кого? Скрипач был такой великий. А ты что же, сама не хочешь играть? Почему? Хочу. Это мой шанс уехать в город и начать нормальную жизнь. Гастролировать по странам, знакомиться с новыми людьми. От ее слов я ощущал укол дурацкой ревности. Поиграешь для меня? Ты точно этого хочешь? Очень. Хорошо. Только учти, я сегодня не в форме. Она извлекла скрипку из футляра, лак переливался в свете лампы. Это необычная скрипка. Ее смастерил в 17 веке скрипичных дел мастер Гварнери, а сам Ойстрах дал на ней первый концерт. Она дорогая. Ну, пару миллионов долларов стоит. У Полины отвисла челюсть. Полина рассмеялась. Видел бы ты свое лицо. Я шучу. Копейки она стоит. Если бы у меня была скрипка Гварнери, я бы жила в Москве. А я и не повелся. Конечно, конечно. Полина приняла нужную позу, зажала скрипку между плечами и с скулой понесла смычок. Фа диез минор. Смычок скользнул по струнам, и музыка наполняла комнату, насытую собой воздух. Принес над подоконником восторга силы мелодии, как грациозно играла Полина. Смычок буквально летал, развивая пространство и время. Длинные пальцы перемещались с невероятной скоростью, призрачная улыбка теплилась в губах скрипачки,
казалось, музыка в этот таинственный фа диез минор. Ветер ворвался в дом, принес запах моря и далеких городов. И при порывах я задыхался от восторга. Мелодия подняла меня до небес, заставил вспомнить ночные прыжки над лесом. Ну, как и все хорошо закончилось слишком быстро. Полина намеренно опустила руки и поклонилась, скачнулась в водопад, благоухающий волос. Я вскочил и захлопал в ладони. Браво! Кто это сочинил? Роберт Шуман. Вот кто теперь мой любимый композитор. Слух стал возгласом изумления, когда то что-то яростно вызывало под моей ногой. В порыве возвращения я позабыл про кошку, нечаянно наступил ей на хвост. И я не успел озвучить слово извинения. Она вызвалась с моей ноги, цепилась в бедро сквозь штаны. Острые когти прознились в кожу. Полина кинулась на помощь, шепнула кошку за гривку. Джона, гадость какая, брысь! Кошка сигнула на ковер и ретировала из комнаты лапу, отворив дверь. Я сморщился, трогая бедро, явно хорошенько расцарапанное. Полина сочувствовала приобняла меня. Чего? Больно? Да так, я сам виноват. Ой, я ей покажу, как бросаться на моих гостей. Конечно. А что будет сейчас? Меня волновали столько боли, сколько ущерб нанесенный одежды, мелкие дырочки испершили штаны. Да, мама будет счастливая. Но внимание Полины мне полистило. Чё? Полистило. Твоя Джанна, дама с характером. Вы поладите. Если ты не умрешь от потери крови, конечно. Она повернулась, осмотрела комнату. Где-то тут был Йод. Не обязательно. Что значит не обязательно? Еще никто не умирал в моей спальне. И я хочу, чтобы так продолжалось впредь. Снимай пока штаны. Что ты? Я вообразил себя перед Полиной в одних трусах. Когда нахнувши на обработать рану, образ накатив горячим паром. Не надо, Полин, ну правда. Не слушая меня, она смочила вату коричневой жидкостью и пахнула чего флакончика. Пациент, я готова. Спускайте. Серьезно, дома промою. Улыбка стремительность ей красивый губ, вертикально сморщила
рассекала переносицу в голове, появились капризные нотки. Перестань сопротивляться! Дай я тебе помогу. Она погладила меня значительно ниже раны. Девочкам нельзя отказывать. Ай. Полина решительно шагнула вперед и захватила за пряжну ремня. Уверенно, но не тут-то было. Девочка ощутила сзади, поддела ремень пальцем, попробовала стащить штаны. Ах ты ж. Она захихикала. Я крутился, а Полина прижалась ко мне, засивалась смехом. Легонько прикусила мою руку, дернула за ремень. Оступая, я резво в диван и упал, плавающий на его мягкую поверхность. Полина приземлилась сверху. Волосы накрыли мое лицо, защекотали ноздри. Я ощущал, как вибрирует... Чего? Я ощущал, как вибрирует грудная клетка, смущая Полину. А еще я чувствовал сквозняк голой кожи бедер. Ей таки удалось стянуть с меня штаны. Я лежал под ней частично ногам и согревал от смущения. Полина отстранила смех, затих. Она студила прядь волос и загнула мои глаза. Упер кулачок в щелку. Прошла задушившим взглядом по моему лицу. Ты чего? Ничего. Красивый ты. Скажешь тоже. Честно. И знаешь, мне кажется, что я все эти годы ждала, когда ты в поселок приедешь. Мое сердце выстукивало бешеным ритмом под ребрами, висками по всему телу. Я забыл, что я под ней без штанов и штанов и трусов, голым бедром об ее ногу. Мне хорошо с тобой. И мне. Да ладно. Я встретила человека, который меня понимает. Это дороже скрипки Гварнери. Я переместил взгляд на ее... Чего? Я переместил взгляд на ее рот. Он был так близок, что я видел каждую крошечную морщинку, пересохших, как у меня в губах. Можно на этом остановиться. Узнаем в следующей части или вот. Если вам понравилось, пишите, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте ставить колокольчик. Вступайте в мой Discord сервер, вступайте в мой канал в Телеграме, добавляйте меня, друзья, в Дискорде. Пожалуйста, подписывайтесь. Не крутите, не честно окручивать мне подписчик, нечестно это. Смотрите честно, с подпиской, а не без, блин. Честно только. Когда достигну 10 подписчиков, 10 тысяч
Пожалуйста, блядь. Если его уже опять будет так делать, я точно сделаю. Удалю, или не знаю, что делать. Пожалуйста. И всем пока.